Зимняя буря накрыла аэропорт Денвера, как плотная белая завеса. Перед вылетами собирались очереди, люди нервно переглядывались, устало смотрели на табло, где появлялись все новые задержки. В этом хаосе стояла женщина в простом худи и поношенных ботинках, Сара Уолкер, бывшая военнослужащая специальных подразделений. На ее старом рюкзаке темнела едва заметная потертая нашивка, почти стертая годами. Несколько студентов неподалеку обращали внимание лишь на ее неяркий вид и делали поспешные выводы. Им было невдомек, что эта тишина и выдержка родились не из робости, а из опыта, который формирует людей навсегда. В очереди неподалеку стоял главный старшина Марк Брукс, резервист флота. Он сразу заметил то, что не увидели другие: ее стойку, взгляд, внимательное сканирование пространства, набор привычек, которые не исчезают после службы. Он узнал ее нашивку и вспомнил о зимней операции много лет назад, когда небольшая группа в горах Афганистана вывела раненых под огнем и снегом. Он знал, что такие шевроны не покупают в магазинах. Когда один из студентов слишком близко потянулся к ее рюкзаку, Сара лишь спокойно отступила. Она давно научилась оставлять силы для того, что действительно важно. Ее внимательность проявилась снова, когда она ловко перехватила детскую игрушку, выскользнувшую из рук мальчика. Движение было быстрым и точным, будто отточенным годами тренировок. Позже один из пассажиров почувствовал себя плохо. Пока толпа растерялась, Сара вышла вперед. Она действовала уверенно и тихо, стабилизировав мужчину до прибытия медиков. На нее продолжали смотреть как на обычного человека, пока Марк не сделал шаг вперед и не назвал ее подразделение, то самое, что участвовало в спасательной зимней операции, о которой он слышал по закрытым каналам. Терминал притих. Взгляды обратились на Сару, уже не на ее одежду, а на нее саму. Марк встал по стойке смирно и отдал ей воинский салют, и постепенно другие военнослужащие в зале поднялись, выражая уважение так же тихо и искренне. Студенты, еще недавно веселые и дерзкие, опустили глаза, осознавая, как ошибались. Сотрудники аэропорта, узнав о ее службе, поменяли ей место в самолете, и когда Сара подходила к посадке, люди расступались перед ней с уважением. Она не искала этого. Она предпочитала тишину, а не признание. Но в этот вечер, среди снежного шторма и задержек, ее наконец увидели такой, какая она есть. Когда самолет приземлился, а она вышла в морозный воздух за пределами аэропорта, Сару встретил ее отец. Свет на крыльце дома, который он оставил включенным, ждал ее так же, как и его объятия, простые, теплые, мирные. И в этом свете отражалось главное: герои не всегда носят парадные мундиры. Иногда они просто тихо стоят в толпе, стараясь остаться незаметными, пока мир не вспомнит, что должен им благодарность. Напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео.